Зеленский хочет встречи с Путиным? Москва ответила мгновенно. Когда украинский лидер приедет в Москву? Помощи не будет. Партнеры отказались поддержать президента. Кто теперь сможет усмирить диктатора? Неожиданное открытие. В войну вступила еще одна страна. Доказательства участия найдены и опубликованы. Удар в спину. Партнер Путина прямо обвиняет Кремль. Грязные деньги Москвы проходят через соседей. Резкое заявление президента. Об этих и других самых главных событиях утро четверга, 29 января. Все правильно делаете, досмотрите до конца, ведь специально для вас мы отбираем самые важные и интересные новости. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Поехали. Неожиданно всплывают доказательства участия еще одной страны в войне в Украине. Без Китая Орешник мог бы так и оставаться страшилкой для телевидения, но, похоже, Пекин подвозит Москве то, без чего гиперзвук не штампуется в промышленных масштабах. Издание The Telegraph пишет, что Китай поставляет России станки, инструменты и чувствительное оборудование, которое используют для производства способных нести ядерное оружие гиперзвуковых ракет, включая и Орешник. В расследовании фигурирует сумма поставок минимум на 10 миллиардов долларов, а отдельно микрочипы и платы памяти на миллиарды долларов, которые критичны для высокоточного оружия и дронов. На этом фоне тот самый Орешник, который Москва уже применяла по Украине и которым пугает Европу, выглядит не просто российской разработкой, а продуктом цепочек поставок, которые до сих пор работают. Зеленский готов встретиться с Путиным. Президент Украины готов к личной встрече, чтобы закрыть две самые болезненные темы переговоров – территории и будущее контроля над Запорожской атомной электростанцией. В Москве на это ответили, как обычно, свысока. Сразу видно, хотят войну закончить. Мол, вам надо, вы и приезжайте. Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены. Это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов. И президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. Европа готова защитить себя сама и поменять отношения с США. Союз хочет сильных связей с Америкой, но должен привыкать к новой реальности, где НАТО должно стать более европейским, чтобы сохранить свою силу. И ее предупреждение звучит как холодный душ. Риск возвращения мира, где решает только голая сила. Европа больше не является главным центром притяжения Вашингтона. Этот сдвиг происходит уже некоторое время. Он структурный, а не временный. Это означает, что Европе нужно сделать шаг вперед. Ни одна великая держава в истории никогда не отдавала на аутсорс свое выживание и при этом выживала. Четкость стран Европы в принятии решений о безопасности замечают и в Киеве тоже. В принципе, в Киеве готовы принимать любую помощь. Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск на Росію має бути. Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора. В Европе готовы даже заменить США в плане поставок разведданных. Макрон утверждает, теперь 2/3 внешней разведподдержки Украине дает Франция. По боеприпасам Европа тоже разогналась. Один Rheinmetall выходит на планку до 1,5 миллиона артснарядов в год. Больше, чем в целом дает США. Самая больная точка остается ПВО. Патриот все еще критичны, но в 2026-м Киев должен получить первые новые SAMP-TNG. Дело не в том, чтобы быть столь же эффективными, как США, на что у нас уйдет 15 лет или даже больше. Нам просто нужно быть лучше русских. Пока политики дружно поддерживают экономические санкции против РФ, перекрытие финансовых потоков, кто-то спокойно продолжает с агрессором торговать. И пусть даже это самая большая страна Евросоюза. В ЕС закрывают газовый кран России, но в санкциях все еще зияет атомная дыра. И по ней, как пишет Le Monde со ссылкой на данные Greenpeace, урановая торговля Франции с Россией не исчезла. Она просто стала тише. Greenpeace фиксирует поставки через Дюнкерк и напоминает, российский обогащенный уран
уран во французском импорте упал с 67% в 2022 году до 24% в 2024, но не обнулился. В 2025 отмечались новые отгрузки, включая поставку, которую экологи задокументировали на фото. Еще громче выглядит другое. Франция в ноябре 25-го возобновила экспорт переработанного урана, который для повторного использования можно обработать только в одном месте в мире – на заводе в Северске, в Сибири. Еврокомиссия при этом признает ядерное топливо последний крупный энергоимпорт из России в ЕС и обещает предложить меры по замещению, но сроков пока не называет. Громкое обвинение, которое тянет на международный скандал. Партнер Путина сейчас обвиняет Кремль в отмывании огромной суммы денег. В Казахстане прозвучало очень громко. Через один из банков вывели почти 14 миллиардов долларов. И это сказал лично президент. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. По словам президента, через эту финорганизацию прогнали более 7 триллионов тенге из так называемой сопредельной страны. Заявление прозвучало на фоне зачистки схем с картами для нерезидентов, которые массово использовали после санкций против России. Власти уже ужесточили обслуживание иностранцев и закрывают посредников. Регулятор прямо признавал, в 2024 году более 90% владельцев карт, использовавшихся для отмывания, были нерезидентами. И параллельно Такаев добавил еще одну проблему. Через криптовалюты тоже утекают деньги. В стране уже закрыли более 130 нелегальных криптообменников. Россия платит за фронт кровью, а получает считанные метры. Буквально. Новое исследование Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне описывает вялый прогресс. В среднем российские войска продвигаются на 15-70 метров в сутки. Это темп черепахи, даже по меркам больших войн. Мы говорили об этом в предыдущих выпусках. Цена чудовищная. Центр оценивает потери Украины примерно в 600 тысяч убитыми и ранеными, России около 1 200 000. Суммарно порядка 1,8 миллиона человек, и при текущих темпах цифра может дотянуть до 2 миллионов к весне 2026-го. Только за 2025 по оценкам российские потери могли составить около 415 тысяч, то есть примерно 35 тысяч в месяц. В докладе подчеркивают, точные данные назвать трудно, потому что обе стороны закрывают статистику и расчеты опираются на оценки США и Великобритании. В Москве услышали эти цифры и поспешили все опровергнуть. Предлагаем ориентироваться на информацию, которая предоставляется по линии Министерства обороны. И именно Министерство обороны уполномочено давать информацию о каких-либо потерях в ходе специальной военной операции. Они и только они. Партнеры тормозят амбиции Трампа. Сразу несколько стран отказались его поддержать. Главные союзники США в Персидском заливе нажали на тормоз. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заявили, их небо и их территория не площадка для удара по Ирану. Ослабленный и менее грозный иранский режим отвечает их интересам, но они опасаются беспорядков в регионе и иранского возмездия. The Wall Street Journal пишет, что наследный принц Мухаммед бин Салман донес эту позицию напрямую до президента Ирана Масуда Пезешкияна. МИД Арабских Эмиратов сказал то же самое. Логика проста. Они не хотят получить ответку за чужую операцию, особенно после иранских атак по саудовским объектам в прошлом. Для администрации Трампа это усложняет планирование и делает любую операцию дороже, но полностью вариант удара не снимает. В самом Иране осмелели в заявлениях после этой серии удачных стечений обстоятельств. В последние дни между мной и господином Уиткофом не было никаких контактов и никакой запрос на переговоры с нашей стороны не направлялся, а различные посредники, разумеется, поддерживают связь. Разные страны добросовестно пытаются сыграть свою роль, и мы находимся с ними в контакте, однако никаких решений пока не принято и запроса с нашей стороны не было. Тихая мобилизация в Беларуси. Повестки идут вовсю. Собирают запасников якобы на проверку боеготовности. Военкоматы сразу нескольких районов сообщают, идет оповещение и призыв на проверочные сборы по распоряжению Генштаба. Там даже сдают нормативы, очень серьезные. Выбраны самые сложные нормативы по физической подготовке. Сегодня мы принимаем подтягивание на перекладине.
В одной из воинских частей развернули пункт приема личного состава. Людям выдают обмундирование и снаряжение, формируют команды и отправляют дальше на один из полигонов страны, где они будут проходить подготовку по своим военно-учетным специальностям. Пожар на дорогом курорте не мог возникнуть без российского следа. Куршевель горит, и в центре истории пятизвездочный отель и дорогой бутик, который еще недавно устраивал громкую светскую вечеринку для российских знаменитостей. Пожар начался под крышей альпийского отеля. Огонь разошелся так, что пришлось эвакуировать людей и из соседних отелей тоже. По данным властей, из 2 гостиниц вывели около 270 человек. Несколько пожарных надышались дымом. Причины возгорания выясняет жандармерия. А в начале января бренд как раз отмечал в Куршевеле юбилей компании с селебрити, и уже тогда это вызвало скандал в сети. Смартфон угроза, Starlink угроза, даже почта это угроза. В Совбезе РФ решили, враг теперь живет прямо у вас в кармане. На инфофоруме 2026 помощник секретаря Совбеза российского Дмитрий Грибков заявил, что западные гаджеты, спутниковый интернет вроде Starlink, имейлы и другие IT-сервисы используются для, цитирую, деструктивного информационно-технического воздействия на Россию. Все это хотят прописать в новой редакции доктрины информационной безопасности. Смысл простым словами: курс на цифровой суверенитет и контроль над цифровым пространством на всех этапах, от создания и запуска любых систем до их эксплуатации, и полный цикл государственного контроля. В список угроз также записывают антироссийские кампании, разведдеятельность в киберпространстве и кибератаки. И это происходит на фоне уже рекордной практики отключений. По подсчетам топ-10 VPN, намеренные интернет-шатдауны в РФ за прошлый год длились 37 166 часов и затронули 146 миллионов человек. А дальше могут закрутить еще сильнее. Доступ по белому списку разрешенных сайтов, а любая неподконтрольная коммуникация рискует стать целью силовиков. К 2028 году контроль может оформиться в модель, как у Туркменистана, то есть с максимально прозрачным трафиком и централизованными профилями граждан. Но вы, должно быть, уже знаете, что мы нашли решение и этой проблеме, создав собственный VPN, безопасный и надежный. А в прошлом выпуске мы говорили о том, как переговорщик подставил Путина. В Генштабе проговорились о следующих шагах Москвы. И самое главное, всплыла новая логика сроков. Дата завершения войны сдвинулась. Силовой сценарий по Ирану все ближе. Трамп требует срочно принять сделку, а флот США в боевой готовности. Первая леди отправляется в тюрьму, и это редкий случай, когда конфликт выглядит не как политика, а как лобовое столкновение общества и закона. Российская полиция перестанет существовать, патрульные исследователи просто исчезают. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите. А мы встретимся с вами уже вечером.